Тема сегодняшнего выпуска – ипотека. Что мне в первую очередь необходимо знать? Какие есть нюансы? Поговорим об этом подробно. Меня зовут Икрам. Все самое важное и интересное. Итак, начнем. В нынешних условиях ипотека принадлежит к числу наиболее распространенных вариантов приобретения жилья. Поэтому рынок жилищного кредитования в стране развивается стремительными темпами, и объемы выдачи соответствующих кредитов имеют тенденцию к росту, хотя возможны и периоды нестабильности на ипотечном рынке. Бесспорно, для граждан применительно к ипотеке на первый план выходят вопросы относительно социальной, банковской и политической составляющей ипотечного кредитования, то есть здесь в рамках реализации государством социальной политики. И все эти стороны обеспечения развития рынка ипотеки базируются на правовом регулировании. Поэтому именно на правовые особенности и нюансы требуется обратить внимание в первую очередь. Главным образом они касаются следующих сфер: обязательств заемщиков, финансовых расходов, сопроводительных страховых услуг, погашения кредита и проблематики обременения после того, как кредит был погашен. Прежде всего, необходимо обратиться к рассмотрению общих вопросов, связанных с правовым регулирующим механизмом в отношении ипотеки. И первый из них – это соответствующий договор, который представляет собой официальный документ, посредством которого подтверждается, что гражданин получил от банковской организации финансовые средства, а залогом их возврата служит имущество заемщика. Залоговому имуществу не всегда относится жилье, приобретаемое в кредит. В качестве такового может выступать недвижимость, которой уже владеет заемщик, либо его родственники. Правовой базой служит совокупность федеральных и местных нормативно-правовых актов. На федеральном уровне речь идет о кодифицированных нормах, в федеральном законе об ипотеке, залоге недвижимости, а также о государственных программах, регламентированных соответствующими постановлениями. В более детальном контексте следует обсудить обязательства заемщиков. Прежде всего, гражданам следует тщательно изучать все пункты, в которых закрепляется совокупность их обязанностей по договору ипотеки, уделив особое внимание к непонятным положениям. При необходимости рекомендуем еще обратиться за консультацией к юристу, поскольку в данном случае будет обеспечена ясность в отношении исполнения договора, а также возможных рисков. К примеру, в практическом плане заемщики зачастую не придают должного значения пунктам, в которых предусматривается обязанность уведомлять банковские организации о каких-либо существенных изменениях в жизни граждан. Как правило, речь идет об изменении финансовых условий в худшую сторону и налицо потребность в рефинансировании задолженности. И здесь не исключено такое развитие событий, что если уведомление банка со стороны гражданина отсутствует, то может последовать отказ в рефинансировании. Причем перечень негативных последствий этим не ограничивается, поскольку возможны случаи наложения штрафных санкций, обусловленных несвоевременным уведомлением либо его отсутствием. Следующий ключевой вопрос напрямую связан с финансово-правовой стороной ипотеки. Банковские организации нередко предусматривают в договорах различные услуги, относящиеся к категории дополнительных. За эти услуги полагается добавочная оплата, в связи с чем гражданам целесообразно получить распечатку, в которой зафиксированы все дополнительные расходы. С помощью данной распечатки можно произвести расчеты на предмет того, какая итоговая сумма получается, а самое главное – сравнить предложенные условия и свои возможности. Пристальное внимание рекомендуется обратить на пункты договора, в которых фигурирует комиссия за ведение счетов. В данной связи следует помнить о запрете со стороны Центрального банка включать отдельные комиссии за ведение счетов при заключении договоров по ипотечному кредитованию. Также запрещается банковским организациям включать в договора по ипотеке скрытые платежи. Например, может быть предпринята попытка навязывания юридического сопровождения, от которого якобы невозможно отказаться. Если граждане обнаруживают подобные нарушения, они могут обратиться с жалобой на коммерческий банк к регулятору. Ряд правовых вопросов касательно ипотеки сопряжен с предоставлением страховых услуг, поэтому важно помнить о вероятности злоупотребления, при котором данные услуги навязываются банковской организации. Существует институт страхования предмета залога, однако в законодательстве нет положений, обязывающих граждан страховать в дополнение к этому здоровье или жизнь.
хотя банковские организации иногда ставят возможность заключения соглашения в зависимости от оформления страхования жизни. Такая практика тоже не противоречит закону. Правовые вопросы ипотеки касаются и условий погашения кредита. И здесь важно учитывать право заемщика досрочно погасить кредит. Естественно, заранее уведомив банк установленные сроки. Даже если соответствующий пункт отсутствует в договоре, это не является препятствием для реализации рассматриваемого права. Учтите, коммерческие банки не вправе накладывать штрафы на клиентов, желающих осуществить досрочное погашение. Соответственно, и в тексте договора банковские организации не имеют права фиксировать запрет, как постоянного, так и временного характера, на досрочный порядок выплат клиентами. Одним из существенных правовых вопросов является снятие разного рода обременений после погашения кредита по ипотеке. В практическом плане банковские организации нередко затягивают с такой процедурой. При этом многие граждане полагают, что залог будет снят в автоматическом режиме. По завершении полного погашения кредита рекомендуется осуществить контроль и убедиться в том, что жилье больше не числится в залоге у банковской организации. Таким образом, перед тем, как подписывать договор ипотеки, необходимо детально оценить предложения со стороны разных коммерческих банков и сделать выбор в пользу оптимального варианта жилищного кредитования. Кроме того, следует проанализировать собственные финансовые возможности и сопоставить условия выплаты кредита с необходимостью обеспечения своего уровня жизни. Также весьма важно изучение типовых форм соглашения от банковских организаций с обращением внимания на прозрачность предусматриваемых в договоре пунктов, а также с учетом разного рода подводных камней, вероятных штрафов и пени. Но в любом случае решение по всем этим и другим вопросам принимать только вам, и чтобы не ошибиться, обязательно держите в поле зрения правовую сторону вопроса. На эту минуту у меня все. До новых встреч!